Всем привет! Меня зовут Дима, я руковожу проектами в компании EasyStandard. Сегодня к нам приехал международный аудитор по системам менеджмента и информационной безопасности Валерия. Валерия, привет! Привет. Лера сотрудничает с нашей компанией уже долгие годы, и сейчас она больше работает на международные органы по сертификации. И в этом видео мы попробуем вкратце рассказать о том, чем занимается Лера, с какими проблемами сталкиваются компании, действительно ли система менеджмента и информационной безопасности только для айтишных компаний, ну и просто поговорим о том, как Лера дошла до жизни такой. Лера, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься и что входит в твои обязанности? Я занимаюсь, как ты уже сказал, все верно, я аудитор по информационной безопасности, в различных работаю компаниях. Если задавать вопрос как раз-таки о том, подходит ли для всех компаний или только для IT, то отвечу, что данный стандарт подходит, в принципе, для большинства компаний. Не обязательно это IT-компании, потому что данные хранятся в любых компаниях. То есть это даже могут быть медобразование какое-то, да, медучреждение, не имеет значения. Лера, расскажи подробнее, что входит в твою работу вот как аудитора, да, то есть орган тебе присылает какую-то заявку на аудит или как это вообще происходит и в чем твоя работа? Ну смотри, во-первых, да, все правильно, орган присылает мне заявку от компании, то есть если меня выбирают как аудитора, и дальше я готовлю документы, то есть это план аудита, программа аудита, то есть связываюсь, естественно, с клиентом, мы общаемся и назначаем дату аудита уже, когда я буду у них, да, выезжать. Проверяю я, естественно, на соответствие самого стандарта, то есть как бы все критерии, насколько компания соответствует этим критериям, насколько они подготовили документы и насколько они выполняют все, что они написали в этих документах. Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинала и как ты вообще к этому пришла? Вообще интересная история, потому что начинала я со строительной сферы, я работала в организации, где мы строили различные объекты, и я занималась как раз сертификацией различных материалов. Но мне как бы это было не столь интересно, потому что я с детства любила очень технологии, я любила там как бы прошивки делать в телефонах, с компьютерами занималась, и поэтому мне было интересно немножко в другую область идти, что позволило мне как раз-таки сделать одна из консалтинговых компаний, где я начала заниматься информационной безопасностью, изучала все сама, то есть мне было это интересно, вот, как бы поняла, что я хочу дальше идти развиваться, кроме того, что консультировать, вот, и я пошла как бы в аудиторы, я сдала экзамен в канадском органе, вот, где он, конечно, сдавался на английском языке, что было не так просто, но все же меня приняли, как бы, и теперь меня как бы зовут на различные аудиты в различных IT-компаниях, где я, собственно, выступаю как ведущий аудитор. А сколько вообще времени у тебя заняло изучение вот этого стандарта ISO 27001 и, в принципе, профессии аудиторства? Ну, на самом деле, очень сложно говорить, да, сколько времени мне понадобилось на изучение стандарта, потому что, кроме того, что стандарт, да, вот как меняется потиху, то деятельность в IT-технологиях постоянно меняется. То есть постоянно надо что-то новое изучать. Но с большего, как бы, если брать то, что я начала с 2018 года все это изучать, то, ну вот, посчитай, 6 лет. 6 я лет. И двигаюсь в этом направлении, да. 6 лет – это достаточно большой срок. А сколько уже тебе удалось проаудировать компаний? Это сложный вопрос, потому плюс-минус. что, ну, действительно, компаний было очень много. Даже тебе примерную цифру, наверное, не скажу, но не менее 50 компаний точно прошло. А были ли случаи, когда компании не получали сертификат? На моей памяти такого не было. То есть, да, конечно, мы выписываем различные несоответствия, но компании всегда справляются с этим очень легко, как бы они все устраняют, поэтому сертификаты получали все. Слушай, я из своего опыта общения с различными IT-компаниями могу сказать, что это достаточно такой закрытый мир. И расскажи, пожалуйста, бывали ли случаи, когда сотрудники неохотно шли на аудите, говорили, например, выражали свое сомнение в актуальности этих данных, или, быть может, были какие-то конфликты прямо во время аудита? На самом деле, вот если брать конфликты, то конфликтов, конечно, нету, потому что когда аудитор едет на аудит, то нету какой-то у него задачи подставить компанию или выявить какие-то там проблемы. Аудитор первоначально едет помочь компании соответствовать этому стандарту. Вот, и поэтому проблем обычно нету. Да, конечно, не могу сказать, что сотрудники очень рады вести там определенные документы, и поэтому как бы это есть проблема. Но на аудитах не возникало никаких таких ситуаций никогда. Я так полагаю, если мы говорим об информационной безопасности, то в компании должен быть человек, который, за это отвечает. Кто это обычно? Какая-то должность? Да, ты верно говоришь, должен быть ответственный человек за систему, однако
как таковой должности определенной прям нету. Чаще всего, конечно, выбирают это системный администратор, если маленькая организация, либо директор по информационной безопасности, допустим. То есть кто-то, кто связан как бы с информацией в таком плане. То есть, но нету критерия определенного. Знаю, что некоторые компании, когда выбирают себе подрядчика, например, IT-компанию, да, они могут провести свой аудит внутренний, да, как будут храниться их данные в этой компании и так далее. Сильно ли это отличается от аудита от международного органа по сертификации? На самом деле нет, не сильно отличается. То есть понятно, что когда берутся документы, если внутренний аудит, то клиент проверяет по документам, по самому стандарту, насколько они соответствуют. Когда приезжаю, допустим, я, то, естественно, я уже смотрю более, скажем так, внимательнее, да, то есть я проверяю конкретно, могу техническую часть проверить, насколько действительно работает, допустим, политика контроля паролей, да, или, допустим, мониторинг какой-то. То есть я это проверяю более углубленно, но разницы в этом особо критично там нету. Подскажи, пожалуйста, сколько вообще занимает времени у тебя как аудитора вот, от заявки от органа до финального заключения времени вот, провести такой аудит? Слушай, ну на самом деле это зависит, конечно, от размера компании, то есть да, от количества людей, которые там работают. Но если взять в среднем, там, к примеру, компанию в 100 человек, то я думаю, что аудит займет около месяца в сумме. Это от заявки до конечного итога. А для клиента сам аудит сколько продлится в таком случае? Сложно говорить, потому что есть специальная система подсчета дней, поэтому так не скажешь. Но, наверное, если брать, вот как я сказала, 100 человек, то это будет порядка 10 дней. То есть это они будут высылать документы, потом сам непосредственно аудит, где будут люди отвечать на твои вопросы, показывать, как они работают, как реализовываются документы и процедуры, которые в них написаны. Да, все верно. По поводу устранения несоответствий, это дорого вообще для клиента? То есть надо ли что-то докупать? На самом деле несоответствия в основном идут больше как с политиками. То есть не все правильно их оформляют, не все правильно оформляют различные записи. И, естественно, большинство из компаний не идут по пути политик. То есть да, они написаны, но на самом деле все по-другому. Поэтому, естественно, выписываются различные несоответствия. Но больше к технике это не относится. То есть они не докупают ничего из-за несоответствий. Тогда такой вопрос. Как лучше поступить компании? Изменить политики или же изменить, так скажем, процесс в компании, то есть под политики, которые существуют? Политики пишутся по деятельности компании. То есть написать политику и просто делать что-то другое не работает. Поэтому проще написать политику именно под деятельность. Если, конечно, что-то не соответствует в технической части, то надо подправлять. Но писать политики надо по деятельности компании. А кто в компании в принципе занимается написанием политик? Это обычно какой-то директор или это проект-менеджер? Кому обычно поручают такую работу? Во всех компаниях по-разному. Могут выделить просто человека, допустим, это будет системный администратор, как я и говорила ранее. Но сейчас больший уклон идет на информационную безопасность, поэтому в компаниях нанимают людей. То есть целые отделы делают, поэтому там есть люди, которые этим занимаются. До того, как стать аудитором, ты рассказывала, что работала консультантом. Можешь рассказать, чем ты занималась, какие у тебя были задачи в качестве консультанта? Я занималась разработкой документации по информационной безопасности для клиентов, то есть различные политики писала, предварительно общаясь с клиентами, то есть мне выделяли определенного человека, либо команду по информационной безопасности, и мы вместе работали, то есть они мне рассказывали, как у них все построено в компании, то есть да, какие-то процессы, я уже это описывала в политике. То есть, таким образом моя работа и происходила. А на самом аудите, получается, какая у тебя была роль? Или ты не участвовала в аудитах? Клиент самостоятельно шел? Да, все верно. Никогда в аудитах я не участвовала как консультант. То есть, я так полагаю, для тебя было очень смело попробовать встать на другую сторону и полностью перепрофилировать свою деятельность. Да, мне было это интересно, как это выглядит с другой все-таки стороны, и посмотреть на тех же клиентов, как они проходят этот аудит. А в своей работе как аудитор у тебя множество клиентов было, и наверняка некоторые из них использовали для построения систем менеджмента информационной безопасности услуги консультантов, в том числе из-за рубежа, например, с Европы. Сталкивалась ли ты с такими документами, и могла бы ты рассказать, в чем разница между, например, консультантами у нас в Беларуси и консультантами, которые работают на Западе? Да, я действительно сталкивалась с различными консультантами. Различие между, допустим, белорусскими консультантами и европейскими в том, что в Европе консультанты, они консультируют. То есть клиент сам разрабатывает документы,
а консультант говорит, где его ошибки, и чтобы сам клиент их исправлял. В нашем же случае в Беларуси консультант помогает разрабатывать документы. Он не только просто говорит, где что поправить, но еще и сам разрабатывает эти документы. А разница в цене какова? То есть европейский консультант, он дешевле, чем белорусский, исходя из того, что ты сказала? Конечно, европейские консультанты дороже, чем белорусские консультанты, вне зависимости от того, какой скоп они делают работы своей. Тогда такой вопрос. Если европейские консультанты стоят дороже, сами, по сути, документы не разрабатывают, в чем тогда мотив компании вообще обращаться к консультантам? В том, чтобы разобраться как раз-таки, если они даже обращаются вот к европейским консультантам, консультант им объясняет, как, что делать. То есть за счет этого сотрудники компании начинают немножко вникать в процесс и понимать, что это такое. Исходя из того, что ты озвучила, компании вкладывают достаточно серьезные деньги для того, чтобы соблюдать требования стандарта и проходить сертификационный аудит. Из твоей практики, на твой взгляд, что выгоднее? Самостоятельно пытаться разобраться или где-то привлечь какого-то консультанта, либо консалтинговую компанию? С моей практики, честно скажу, конечно, лучше и удобнее привлекать консультантов. Потому что если клиент не привлекает консультантов, то это занимает слишком много времени у него, как у него, в принципе, у его сотрудников. И не всегда это, скажем так, правильный выход, потому что очень много тогда несоответствий идет. Но, тем не менее, если компания серьезно занимается пускай самостоятельно, она, скорее всего, пройдет сертификационный аудит. Конечно, если затратит очень много времени, да, и будет там сходит на обучение сотрудники, то, естественно, будет все равно хороший результат. Лера, ты работаешь с различными органами по сертификации, соответственно, наверняка и уровень стоимости услуг этих органов будет отличаться. Я, как, например, руководитель IT-компании, должен получить сертификат соответствия. Как мне выбрать орган по сертификации, который выдаст сертификат, который будет признаваться моими партнерами, клиентами и при этом не переплатить? Ну, смотри, первоочередно необходимо смотреть, в какой стране компания ведет свою деятельность. То есть я имею в виду про IT-компанию, то есть с какими клиентами, заказчиками они работают. После чего, наверное, мониторить IT-компании, в каких органах они проходили сертификацию. То есть это работает обычно так. Либо это сарафанное радио, потому что в IT-компании это узкий круг, где они между собой постоянно общаются и советуют. А можно ли как-то получить дополнительные сведения об органе по сертификации, например, информацию о их клиентах, о их проектах? Ну, смотри, на сайте всегда можно посмотреть орган, какая у него аккредитация, в какой области он работает, но информацию о их клиентах найти будет невозможно. То есть, если на сайте органа по сертификации нету четкой информации об аккредитации, то это сразу может задавать вопросы, то есть о легальности этого органа и так далее. Я правильно понимаю? Нет, ты неправильно понимаешь. Можно всегда написать в орган, и орган тогда вышлет эту информацию, так как не все вывешивают это все на общее обозрение. Орган не обязан показывать свою аккредитацию. В открытом доступе нет. Лера, поделись, пожалуйста, плюсами и минусами своей работы, что нравится, что не нравится тебе в качестве аудитора. На самом деле, наверное, плюсы и минусы, они одинаковы, потому что, с одной стороны, да, очень классно то, что я езжу в различные компании, в различные страны, большое количество людей, с которыми я общаюсь, из различных сфер, и это действительно классно, но в тот же момент это большой минус, потому что это очень затратно по времени, и получается, что большую часть своего времени я разъезжаю. То есть это единственное. Так, в принципе, только плюсы, потому что это большое общение. Расскажи, пожалуйста, какие стандарты существуют, с какими ты работаешь? Ну, на самом деле стандартов существует очень много, поэтому обо всех мы, конечно, говорить не будем, но если брать меня, то я работаю с такими отраслевыми стандартами, как, допустим, ISO 27017, 018. Также с TISAX работаю, и вот сейчас очень популярен это SOC 2. Круто, так много стандартов, с которыми ты работаешь. А расскажи о своих любимчиков, какой тебе больше всего нравится? Скажем так, любимчиков, наверное, у меня нету, но мне, допустим, очень интересно работать с TISAX, потому что это машинная область, да, автотранспорт. То есть там интересно работать с информационной безопасностью, потому что немножко все иначе. И он довольно-таки сложный, что еще больше подстегивает в нем разбираться. А можешь немножко для наших зрителей рассказать, в чем суть этого стандарта и как к этому вообще относятся IT-компании? Смотри, если брать, как к этому относятся IT-компании, сейчас автотранспорт у нас какой? Больше электрики, различные ПО устанавливаются даже там на поворот фар, к примеру, да. Вот, и IT-компании разрабатывают такие ПО.
для компаний, которые делают машины. Естественно, требования завода — это чтобы все ПО было защищено, и данные, которые идут туда, были также защищены. Поэтому для этого в Германии был разработан такой стандарт, как TISAX. А как много компаний вообще сертифицировано по TISAX у нас в Беларуси, России, Казахстане? Точное количество я, конечно, не скажу. Я знаю, что из Беларуси около 3, наверное, компаний, если не ошибаюсь. Из Казахстана на данном этапе 1 компания. То есть из России пару компаний, ну и все. То есть в основном это, конечно, больше немецкий рынок и китайский рынок. А получается, ты с какими клиентами работаешь? Из-за рубежа или местные? Пока что я работала с СНГ рынком. Может, тогда скажешь о уровне подготовки таких компаний на фоне европейских конкурентов? Быть честной, компании из СНГ абсолютно не уступают европейским компаниям или там, китайским или американским. Среди стандартов ты перечислила такой, как SOC 2. А можешь рассказать, почему он в последнее время становится популярным у нас? Да, во-первых, я тебя поправлю, это не стандарт, это все-таки свод правил различных и критериев. Вот. Популярен он сейчас по той причине, что большая часть компаний выходит на американские рынки. А SOC 2 это как раз-таки идет из Америки, и большая часть клиентов именно поэтому и запрашивают его. Что я читал про SOC 2, это то, что легальный аудит по этим правилам может осуществлять только лицо, зарегистрированное в отдельном американском реестре. Соответственно, просто обучиться, сдать какой-то экзамен недостаточно. То есть нужно попасть в этот реестр, и уже только такие лица могут осуществлять аудит. У нас в Беларуси есть такие аудиторы? Нет, у нас в Беларуси таких аудиторов нету, и, насколько я знаю, в СНГ также их нету. Лера, исходя из своего опыта, могла бы ты перечислить самые типичные ошибки компаний при подготовке и сертификации по стандарту ISO 27001? Самые типичные, ну, сложно говорить, потому что компании все разные на самом деле. Но с большего, наверное, проблема в том, что часто клиенты пишут документы, не обращая на то, что у них на самом деле происходит. И получается, когда я как аудитор приезжаю, я открываю документ, смотрю, а рассказывают как бы сотрудники совсем другое, не то, что написано в документах. Это самая большая ошибка у клиентов. Вот. В остальном, как бы, если брать техническую часть, чаще всего у нас в настоящее время IT-компании развиты очень хорошо, поэтому проблем в этом нету никогда. То есть большая ошибка — это в документах. Лера, исходя из своего большого уже опыта работы в сертификации, могла бы ты дать несколько советов компаниям, которые идут на сертификацию? Я как аудитор могу, в принципе, посоветовать, наверное, если брать выбор органов по сертификации, то выбирать несколько для начала органов, получить от них офферы и уже после этого оценивать. Плюс обратить внимание на язык аудиторов, то есть чтобы хотя бы был английский язык, так как не все могут на других языках говорить. Если с точки зрения разработки документов, то я бы посоветовала все-таки найти какого-то человека, который может помочь с этим, так как это, правда, очень затратно по времени и может занять от года до 2 лет, чтобы самому это сделать. Поэтому всегда лучше найти кого-то, кто может помочь с этим и подсказать. Могла бы ты дать тогда немного советов тем, кто хотел бы сам начать работу в области информационной безопасности, заниматься аудиторством или быть консультантом? С чего начать, на что обращать внимание? Если кто-то хочет стать аудитором, то, наверное, первоначально для международного органа необходим все-таки английский язык. То есть это первое, что надо. А в дальнейшем просто развиваться в этой сфере. Все. Спасибо, Лера, за твое время. Спасибо вам, дорогие зрители. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго.